Я Денис Цыпленков, неоднократный победитель и призер чемпионата мира среди профессионалов по армрестлингу. С самого начала у меня, значит, отец по жизни спортсмен, затем он всю жизнь у меня военный, также самый был привязан к спорту. Ну, естественно, и своего сына он закалял именно этим. То есть я, наверное, уже как только начал ходить в школу, меня сразу заставили пойти на секцию, пошел на дзюдо тогда. Наверное, в этом возрасте мне еще не нравилось, как и многим. Меня заставляли вплоть до 5 класса. Гоняли меня пинком в этот зал. Поэтому хочу сразу сказать некоторым родителям, то, что не нужно ждать, пока он сам захочет, нужно какое-то время погонять, позаставлять ребенка ходить на спортивную секцию. Потом ему должно понравиться, как и мне. Сразу какие-то соревнования были, да, детские. Тогда помню, категория у меня была килограмм до 40, до 42. Было пару соревнований по дзюдо. Я 2 года ходил на дзюдо. И 2 раза я выиграл. Ну, 1 раз поехал уже на более серьезные соревнования на районные. Там я занял 2 место. Ну, такие вот призовые места уже давались на дзюдо. 1 раз выиграл, 2 раз выиграл, мне понравилось. Не понравилось, когда проиграл. Вот такой момент был единственный. Мы ходили на дзюдо. В городе больше секций дзюдо не было, была еще секция самбо, там в другом конце города. И нас поставили с самбистами соревноваться. Но мы об этом не знали. У них, как оказалось, были болевые на ноги. Мы об этом не знали. В итоге от этого и пострадали. Это был Шварценеггер, мой папка собирал, и Рэмбо. Сталлоне, вот, собственно, 2 плаката, которые у меня до сих пор, наверное, висят в комнате. Он занимался всю жизнь спортом, как я уже сказал, тяжелая атлетика. И в хоккей играл, и на самбо ходил. Ну и, собственно, наверное, самые первые фильмы у нас про Шварценеггера и Сталлоне были. Поэтому где-то нашел плакаты, повесил у нас дома. Ну, как бы, наверное, вот на них смотрел. Эти плакаты меня мотивировали. Хотелось быть похожими на них. И все остальное. Фильмы на тот момент посмотреть нельзя было. Жили в деревне, можно сказать. В кинотеатрах таких фильмов не было. Интернета не было, ничего не было. Про фильмы, плакаты вижу, фильмов не видел. Получилось так, то, что в принципе меня дзюдо устраивало, мне нравилось. Уже по ходу того, что я там начал что-то показывать и выигрывать. Но так жизнь сложилась, то, что школу сделали на 2-ю смену. И нужно было искать что-то, какую-то секцию в 1-ю смену. Пришли во дворец спорта, и ничего, кроме гиревого спорта, не было. Не из чего было выбирать. Мне сразу название не понравилось, скажу честно. Гири, ну, как-то вот. Но очень прекрасным оказался тренер. Многосторонним, скажем так. То есть у нас кроме гирь мы занимались всем подряд. Он как раз только с армии вернулся, получился, устроился во дворец спорта. У нас стабильно были гири, там первые полчаса. 3 раза в неделю. Потом мы могли и побоксировать, и поплавать, и в теннис настольный поиграть, и в футбол. То есть все то, что тренер запланировал, то есть этим он и привязал к себе. То есть просто было интересно, весело. Я даже уже не 3 раза в неделю, а 5 раз в неделю ходил в этот дворец спорта. То есть вся моя гульня была во дворце спорта. И в 2 смены, и в своей группе, и в следующей группе, потому что действительно было интересно. По гирям было очень мало соревнований.
Помню то, что это было раз в год в каком-то институте, опять же у нас в городе. То есть выездов не было. Сейчас очень много секций ездит по городам, да. То есть это тоже, в свою очередь, мотивирует смотреть других спортсменов, другие города. То есть как бы тебе хочется посмотреть, просто даже поездить, посмотреть другие страны, города, других спортсменов, посоревноваться с ними. А тут все внутри города на тот момент. Проблемы были с деньгами, со спонсированием спортсменов, да. И получилось то, что вот никакой движухи. То есть ездили час на троллейбусе, повыступали в институте, вернулись. Да, получил звание КМС. Это то, что можно было сделать внутри Дворца спорта в присутствии тренера и директора Дворца спорта. Звание мастера спорта уже нужно было ехать в Киев, выполнять в Министерстве спорта. Но денег даже на это не было. И поэтому все это вот внутри, картинка постоянно та же, не меняется. Ну, в принципе, как бы весело просто ходить, общаться со своими коллегами, спортсменами и все остальное. И тут в один прекрасный момент мы, скажем, наш вид спорта познакомился с новым вот этим видом спорта, армрестлинг. По телевидению мы это не видели, интернета на тот момент еще у нас как такового не было, мы ничего не знали о этом спорте, то есть у нас, скажем, в соседнем районе был чемпион уже какого-то турнира, который сделал свой мини-турнир в городе для выявления сильнейших рукоборцев и для, скажем, организации новой секции, чтобы ребята осваивали, пробовали себя и, может быть, в будущем показывали себя на более престижных соревнованиях. Собственно, переквалифицировались все. Но про гири мы не забывали. Там полчаса тренировки первые, это гири в любом случае, постоянно. Потом, значит, стол сделали для армрестлинга и потихоньку начали. Но на тот момент не было такого, скажем, тренера высокого класса, который бы научил. То есть тренер также осваивал, скажем так, этот спорт, пытался у кого-то что-то спросить, но не у кого было. Даже не почитать, ничего. Это сейчас мы в интернет залезли, подсмотрели, залезли какой-то звезде, спросили что-то и получили сразу ответ. Либо видеоролик с тренировками. На тот момент было тяжелее. И вот, наверное, это началось в 9 классе у меня. В 10 классе я уже поехал, выиграл чемпионат города и поехал на чемпионат Украины. На тот момент мне тоже, скажем, не то что повезло, я старался, но техники как таковой не было. Сравниться с технарями, которые уже давно выступают, было тяжело, но выиграл за счет силы. И в 10 классе я уже поехал на чемпионат мира, правда уже там занял всего лишь 5 место. Но я боролся, мне нравилось, я готовился. То есть я уже хоть раз выехал за границу, мне понравилось. То есть это тоже как бы притягивает к спорту. То есть ты уже выехал куда-то. Если на гирях я не выезжал никуда, то здесь я побывал, я поехал в Словакию. То есть я посмотрел город, страну другую. Ну и думаю, чем сидеть в этом селе, нужно развиваться. И может быть я увижу еще что-то, еще что-то. Это меня мотивировало. Я начал развиваться. Ну, получалось расти, увеличивать силовые показатели, прогрессировать в технике. Поэтому вот пришли к этому уровню, который есть сейчас, на данный момент. Ну, на чемпионат мира в Словакии, опять же, с деньгами было тяжело, помогали знакомые дяди, тети, у которых были, скажем, лишние деньги. Спасибо им за это. Ну, это и пугало, да. То есть не было такой, получается, в голове стабильности, то, что ты будешь постоянно ездить.
постоянно придется выпрашивать у кого-то, чтобы съездить, что-то там доказать. И при этом постоянно внутри тебе кажется, что ты остаешься должным кому-то за то, что ты поехал куда-то. Я считал то, что это неправильно. Я считал то, что спортсмены должны оплачиваться, которые показывают результат на чемпионате города. Было тяжело. И вот, собственно, после 11 класса я приехал в Москву, где у меня не было ни зала, никого. То есть я приехал учиться. И тут я как бы, наверное, вот это все пересмотрел. Думаю, зачем оно мне надо, клянчить, выпрашивать у кого-то что-то. Ну, не вижу смысла. И как-то я чуть-чуть, скажем, расслабил булки свои, начал работать больше, как-то акцент делать на учебу. Про соревнования, скажем, я забыл. Начал развиваться. Я не следил, когда переехал сюда, за весовой категорией. Начал разжираться, набирать массу. Но физкультурой при этом занимался. Старался и на работе. У меня и работа была, я грузчиком работал, такая очень, скажем, с физическим уклоном. То есть пытался что-то делать, пытался держать себя в форме, в хорошей форме. Но при этом ни тренера рядом, никаких вот, никто меня не напрягал, никто мне не подсказывал, было тяжело. И, собственно, через год опять со мной на связь выходит мой тренер с моего города. И говорит, а не хочешь ли ты выступить на чемпионате Украины? Я еще год, получается, в юниорах был, это был мой последний год. Ну, раз тренер позвал, я, можно сказать, и соскучился. Думаю, ну а почему бы нет? Я собрался, поехал, выиграл чемпионат Украины. Потом опять же мне нашли деньги на чемпионат Европы, поехал. Я и там первое место занял. То есть и понял, то, что в принципе не все так уж плохо. То есть если я год назад выступал в категории 65, то уже я весил 90, выступил в категории до 80 и при этом занял первое место. То есть я подумал, что я все делаю правильно, иду в правильном направлении, даже один. Мне никто не подсказывал, ничего. Ну, я начал дальше развиваться, то есть я уже по Москве ездил на соревнования, то есть у меня тут какой-то зальчик был. Все-таки я, так можно сказать, чуть вернулся в тему армрестлинга. Начал развивать дальше эти упражнения, которые мне нужно было делать. То есть у меня появились в Москве много знакомых, которые звали меня на турниры. Ну, собственно, как бы я, можно сказать, на какой-то этап вернулся, но я ездил очень мало и не очень далеко. Потому что, опять же, за свой счет. То есть я понимал, что тут соревнований в Москве больше, чем у меня там. И здесь можно даже в Москве сходить, побороться, получить удовольствие от борьбы, от того, что ты делаешь. И потом, вот, собственно, следующий мой этап, это я устроился тренером в фитнес-клуб Марк Аврелий, непосредственно к Турчинскому. И тут уже армрестлинг чуть-чуть у меня ушел в сторону, хотя там был стол, все было для того, чтобы заниматься им. Я переквалифицировался, начал заниматься силовым экстримом. Турчинский на тот момент начал его очень сильно развивать в России. И так уж получилось, что я, скажем, первый оказался под боком, он меня постоянно везде звал, брал с собой. Я выступал, понимал, что нужно развиваться и в других направлениях. Одни руки мне не помогут, мне нужно было уже делать базу. Ноги, спину и все остальное. Ну, неплохо мы так там покуролесили, лет 5 повыступал я. Опять же, я пришел в силовой экстрим, как я говорю, что при весе 90 килограмм, через 5 лет я уже вот за счет общего развития всего, а не только рук, я уже весил под 140. И этим самым я набрал общую силу везде. И когда я уже вернулся опять в армрестлинг, то я уже был совсем другой. Я уже был на голову сильнее, чем я был когда-то.
На тот момент, когда я пришел в зал, силового экстрима в России не было. То есть так уж получилось, то, что Турчинский непосредственно где-то ездил, когда-то выступал за границей по этому виду спорта. В России он как бы еще не был раскручен. И вот тут, на каком-то этапе, в 2002 году, начинается движуха. Но я у него работал тренером. И он меня как бы сразу позвал выступить. И у меня как бы, скажем, наполовину все получилось. И мы начали продолжать. Появилась лига. То есть, в принципе, получилось то, что он меня позвал. Не я пришел, и силовой экстрим был, а я пришел, и Турчинский, скажем, только-только вот его организовал в России. Ну, опять же, в силовом экстриме, когда лига открылась, ПЛСЕ, там что-то началось типа стипендий и все остальное, призовых хорошие. Ты начал что-то зарабатывать. И при этом начали набирать хороших атлетов со всей России, которые выступали так же само за Россию на чемпионатах мира. И я понимал то, что я вот, в принципе, в команде. То есть я получаю какую-то стипендию, получаю призовые, я за счет этого могу жить, выживать. Я понял то, что если это будет продолжаться дальше, просто нужно тренироваться, расти именно в этом направлении. И в принципе, что такое профессионал? Профессионал — это который зарабатывает на спорте тот, который, тем, которым он занимается. То есть если в армрестлинге этого не было, то в силовом экстриме это было. Я как бы армрестлинг на второй план перевел. То есть на первом плане силовой экстрим. Потому что я был интересен такому городу, как Сыктывкар, за которого я выступал, которая платила мне стипендию. Я понимаю то, что, не знал, насколько это затянется все. Но, по крайней мере, на тот момент все было хорошо, все было замечательно. Опять же, организация была такая коммерческая, висела на бизнесмене. Все-таки она не поддерживалась государством. И, к сожалению, тогда был кризис очень сильно нашего, скажем, спонсора. Это сбило с ног. И он как бы от лиги отказался помогать дальше и взаимодействовать. Соревнования вообще пропали, то, что касалось на территории России, такие вот именно от нашей лиги. То есть обычные шоу, конкурсы и на сегодняшний день есть. А такой организации, как ПЛСЕ, к сожалению, не стало. Но опять же говорю, потому что все держалось на плечах бизнесмена, которому, в принципе, никто не помогал, он туда свои деньги вкладывал. И, к сожалению, от кризиса страдают многие. Были, конечно, моменты такие, которые не нравились, но это уже останется в прошлом, поэтому как бы не хотел бы как бы на поверхность это возвращать. Конечно, были недоразумения, что-то не нравилось, какие-то моменты были, когда хотелось плюнуть на все и просто работать тренером, ни о чем не думать. Были, конечно, такие моменты. И не раз. Но я как бы не хотел бы о них вспоминать. Так же самое, как я в армрестлинг вернулся. Меня позвали один раз, я как бы отказался, потому что в силовом экстриме. Потом уже на следующий год все это как бы прекратилось, плюс Турчинский ушел. То есть Турчинский меня как бы более-менее поддерживал, он за меня всегда слово мог вставить и как бы защищал, брал с собой лишний раз туда, куда других не брал. Ушел, то есть поддержка перестала существовать вообще. Ни ПЛСЕ, ни каких-то шоу, все.
не стало. И тут я как бы решил вернуться в армрестлинг, так как меня год назад позвали на турнир. И вот этим самым я понял то, что, ну блин, не здесь, хоть там, наверное, стоит попробовать. Ну и неплохо вернулся, скажем так. Очень доволен, то, что так получилось. То есть в армрестлинге все-таки у меня лучше и больше всего получилось, чем в стронгмене, в силовом экстриме. Но опять же, каждый год цели, как я говорил, всегда были. То есть когда ты эти цели достигал, то есть, естественно, приходила другая цель. Поэтому я рад, что выиграл множество турниров хороших, профессиональных по армрестлингу. По силовому экстриму я дальше чемпионатов России, к сожалению, ничего не выигрывал. Но призер и неоднократный победитель Кубков России, это тоже неплохо, я считаю. То есть, я думаю, могло быть и лучше, если было продолжение всей этой темы. Блин, даже не знаю. Парень, который всегда найдет себе чем заняться, вне зависимости от того, что происходит на сегодняшний день вокруг него. То есть, если это не армрестлинг, то это стронгмен. Если это не стронгмен, то это жим лежа. Если это жим лежа, значит, то есть, очень нравится спорт и очень нравится выступать на соревнованиях, показывать какой-то результат, потому что только на соревнованиях можно выплеснуть всю ту мощь, энергию, которую ты собрал в преддверии подготовки. Поэтому, когда у меня не было возможности выступать по силовому экстриму, то есть я находил себе как бы чуть другой путь. Там пробовал себя, везде попробовал, везде что-то получилось. Я понимал то, что, наверное, за что бы я ни взялся именно в спорте, человек, который заинтересован и с целью победить, то есть у него как бы всегда есть шанс. Ну, по крайней мере, у меня. Потому что получалось везде. Наверное, упертый я. Всегда хочу кому-то что-то доказать. Наверное, прежде всего себе. Вот я взялся, я вот должен сделать это. Меня отец к этому приучил. То есть, если взялся, то доведи дело до конца. Есть такая тема. Ну, что еще? Труд. То, что касается спортзала, то трудолюбивый. Знаю то, что, чтобы достичь цель, нужно пахать. Ну вот, скажем, упертый, трудолюбивый. Не знаю, может, немного, можно сказать, удачливый. То есть удача всегда сопутствует мне во многом. Это тоже немаловажно. По тем же жеребьевкам, по тем же ситуациям в жизни, так как она складывается. То есть все привело именно к этому, то, что я вот стал кем есть, за счет того, то, что мне, наверное, немного везло где-то. То есть, опять же, то, что я познакомился с Турчинским на каком-то этапе, то, что вот и потом в армрестлинг вернулся, познакомился с нужными, скажем, людьми, с тренером КТ Размадзе. То есть это все, я считаю, то, что взаимосвязано, и тут играет роль именно удача, везение.